Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Погода очень плохая, и поэтому я решил сделать новый видео. В этом видео я собираюсь рассказать о том, как я выучил русский язык. Я упомяну все ресурсы, которые я использую для изучения русского языка. Я упомяну книги, веб-сайты, приложения, а также несколько каналов YouTube, конечно. Моими первыми ресурсами были книги. Первой книгой, которую я начал использовать для изучения русского языка, была «Асимиль». Это был в прошлом году в июне, и я думаю, что я только закончил ее не так давно, возможно, 2 или 3 месяца назад. Здесь я должен отметить, что эта книга дала мне очень хорошую структуру, которой я мог следовать. Но это не означало, что я только использовал эту. Нет, я использовал другие книги, такие как New Penguin Russian Course, которая была очень полезной, потому что прояснила для меня много грамматических понятий. У нее очень хорошая структура, и я использовал ее вместе, одновременно с Асимилем. Благодаря этой книге мне удалось закончить, не выучить. Мне не нравится использовать это слова, потому что я не выучил русскую грамматику, но мне удалось закончить грамматическую часть, и это значит, что сейчас я могу узнавать различные грамматические структуры, но это не значит, что я могу использовать их в моих разговорах. Конечно, нет, правильно не могу. Очень важно отметить, что не так важно, какие ресурсы вы используете, если вы постоянно изучаете язык каждый день. Это значит каждый день. И книги очень хорошая отправная точка, и вам это нужно. Через 4 или 5 месяцев после того, как я начал изучать русский язык, я купил еще одну очень хорошую книгу. На самом деле это аудиокнига Short Stories in Russian, которая идеально подходит для начинающих. Я стараюсь слушать ее в несколько раз в неделю. Я слушаю одну и ту же главу 5-6 раз, пока не смогу узнавать все слова, которые используются. Очень хороший совет. Слушайте много аудиоматериалов на русском языке, особенно те, для которых у вас также есть текст или транскрипт. Каналы YouTube очень полезны, и они могут вам очень помочь при изучении нового языка. YouTube может быть очень хорошим ресурсом, особенно если вы используете его правильно и не для того, чтобы тратить свое время. Real Russian Club — это был самый первый канал, который я начал использовать вместе с Асимиль. Я посмотрел все видео, предназначенные для студентов начального уровня, From Zero to Fluency, Russian Course for Beginners. Я выучил алфавит, посмотрев видео с этого канала. Они мне очень помогли, особенно главы для начинающих. Это здесь. Еще один очень хороший канал, лучше всего, если вы спросите меня о русском по-русски. Когда у меня были проблемы с грамматикой, я всегда посмотрел ее видео. Она объясняет все очень четко, и у вас есть возможность сделать несколько упражнений. Упражнения даны после того, как теория была представлена. Я использую этот канал по сей день. Другие два канала, Russian with Max и Russian Progress,
Я должен упомянуть эти два канала вместе, потому что, на мой взгляд, они похожи. Вы можете найти здесь подлинные русские видео, основанные на реальных жизненных ситуациях. Вы можете выучить много слов. Видео также имеют субтитры. Таким образом, вы можете не только смотреть интересный контент, но и одновременно улучшать свой русский. Я начинаю смотреть эти все больше и больше, потому что мне удалось закончить грамматическую часть, и теперь мне нужно расширить мой словарный запас. И для этого эти видео идеально подходят. Говоря о расширении вашего словарного запаса, я должен упомянуть TED .com, мой следующий источник. Я уже говорил об этом в одном из моих предыдущих видео. К сожалению, это видео немного скучно, но в нем есть несколько полезных советов для вас, ребята. Поверьте мне, я пользуюсь TED уже более, я думаю, 10 лет. Мне нравится этот метод. В принципе, я нахожу видео и скачаю его транскрипт на разных языках, и я читаю их. Например, я уже выбрал один видео и его транскрипт. Первая часть по-английски и вторая часть по-русски. Вы также можете видеть здесь, что все неизвестные слова выделены, и этот метод очень крутой, и я бы сказал, один из лучших, если не самый лучший эм, источник для изучения иностранных языков. Это может быть и забавно, но я должен упомянуть и Duolingo. Я не знаю почему, но некоторые люди не любят Duolingo так сильно, и они говорят, что оно плохо и бесполезно. Я не согласен. Я думаю, что вы можете использовать каждый ресурс в ваших интересах, и Duolingo является одним из них. Люди, которые обвиняют Duolingo в том, что они не преподают им язык, обычно являются теми, кто хочет получить быстрые результаты, не прикладывая слишком много усилий к изучению языка. И да, я думаю, что они также не используют другие ресурсы, кроме Duolingo. Duolingo никогда не научит вас языку, это факт. Но оно может быть дополнительный ресурс. Посвящение, настойчивость и сочетание хороших ресурсов помогут вам выучить язык. В будущем я также планирую снять видео, где я покажу вам, ребята, мой распорядок дня, когда изучаю язык. В этом видео я только перечислил те ресурсы, которые я использовал. Видео было бы слишком длинным, если бы также упомянул мой учебный план. Большое спасибо за просмотр этого видео, и я надеюсь, увидимся в следующий раз. Пока!